Привет! Сегодня мы находимся на продуктовом рынке, на котором мы будем закупаться продуктами, посмотрим, сколько это стоит в Боготе, конкретно на этом рынке, в котором на самом деле дешевле, чем в супермаркетах. Пойдем посмотрим. На этом рынке есть замечательный итальянский магазинчик с пастой и всеми итальянскими продуктами. Если мы покупаем пасту, вот тут 4 за 25 тысяч, разные варианты, оливочки, то есть все с Италии. Алкоголь в Колумбии очень дорогой, вино действительно очень дорогое обычно. В этом магазине, возможно, дешевле. Сейчас тоже покажу. Примерно 2 бутылки получается за 70 тысяч. По сути, рынок выглядит просто как набор таких зданий. Начнем мы из секции фруктов, овощей. Вот буквально следующее. Первое, что мы видим, это апельсины. В Колумбии они очень часто просто зеленые, но на самом деле внутри они оранжевые и тоже сладкие, но кислее, чем вот привычные нам оранжевые. Мандарины вот выглядят такими же зелеными, ну то есть разные сорта, и у нас я таких никогда не видела. Очень много чего, даже на рынке уже завернуто в пластик. Мне, конечно, не нравится, они вот разрезают, с другой стороны, конечно, ты не всегда можешь купить огромную тыкву, кусочки там для супа. Не гигиенично было бы их просто оставлять открытыми. Редкое счастье — это ягоды. В Колумбии их не так много и часто можно найти. Там тоже малину, это супер редко и очень дорого. Ценников нет, но я скажу просто сумму потом все вместе, что мы купили. Надо только выбрать, потому что иногда там попадаются такая вон, уже начинает плесневеть. Мы, конечно, не в Перу. В Перу на самом деле там существуют эти тысячи разновидностей картошки. Здесь такого нету, но есть вот тоже маленькая, которую запекать. Бананчики, да, то есть они как-то называются по-особому, или бананос криочиш, мы их называем бананитос, то бишь бананчики. Они пеют очень быстро, и потом они более сладкие. Просто скажу, что здесь обычные бананы, привычные нам, мне не очень нравятся. То есть они по вкусу не такие, а эти вот классные. Но тоже не всем нравятся, для кого-то они слишком сладкие. Помидоры и огурцы все-таки самые вкусные. Это вот на наших территориях, где они в Западной Европе, когда я раньше жила, не здесь, в Колумбии, я не пробовала прям супер крутые помидоры или томаты. Вот. Даже вот мы видим классические большие варианты. Эти почему-то еще очень зеленые, напротив целые ряды красненьких, но они все равно не такие вкусные, как у нас. Салат тоже, к сожалению, уже сразу вот они в пластиковые пакетики их складывают. Артишок, каждый очень аккуратненько завернут в пластиковый пакетик. Лук-порей хотя бы уже в сеточке, уже не в пластике, уже хорошо. Отдельный тип семейства банановых, вот есть даже, как можно видеть, зеленые, растут на огромной ветке, их нужно готовить просто так, они супер терпкие, их практически невозможно есть, потому что обычные бананы вот в зеленом состоянии, это больше для соленых блюд, их жарят, посыпают солью, они как патаконы с них делают, с желтых можно даже делать такие десертные блюда. Замечательная свекла, буряка, как называют, тоже часть не завернута, но вот девушка передо мной прям активно, очень аккуратненько заворачивала каждый пластиковый пакетик, и вся моя попытка отказываться от пластика здесь, даже на рынке, практически невозможно, потому что я сталкиваюсь вот с таким, да, то есть я там, если мне нужно, я выберу, конечно, этот, но очень часто просто выбора нет. Ну, по крайней мере, пока что морковка хотя бы лежит отдельно. Очень много имбиря можно найти. Это листья алоэ, огромные. Еду как использовать, если честно, я не знаю, мы ничего с ними не делаем. Если разрезать, там будет такой сок алоэ, можно с него, не знаю, там крем для лица или на лицо, как маска. Грейпфруты. Особо часто я здесь не покупаю, почему-то в этом климате мне цитрусовых намного меньше хочется. Перец чили очень-очень острый, даже боюсь его трогать. Красивый салат, завернутый тоже, даже прям с коробочкой такой, которую потом придется как-то утилизировать. Да, вот кукуруза, другая, более крупнозернистая. Ее вот так можно жирно жарить на сковородке с солью и сыром. Вот чеснок. Но этот как-то для нас, да, не очень качественный. Поищем еще где-то. Перец тоже вот отдельно аккуратненько завернут в пластик. Вот так мы ходим по рынку, и есть у нас манго, вот такой маленький манго, очень-очень сладкий, но очень классный. Давайте пойдем дальше, покажу вам больше фруктов. Клубника в Колумбии, как по мне, тоже такие небольшие проблемы в плане ее вкуса. Так как здесь нет сезонов, я об этом рассказывала в другом своем видео, о 5 фактах о Боготе. Вроде как клубника должна, например, расти круглый год. В принципе, часто встречается, хотя у нее есть определенная сезонность, она более кислая. И очень часто, это, кстати, в этот раз попалось прям хорошее, очень часто они все продают вот такие с зелеными верхушками и чуть-чуть красной частью. Когда-то мужчина здесь пытался доказать, что это просто вот такой сорт колумбийский, и что я ничего не понимаю. Блестящие красивые яблочки, как на подбор. Вот эти, наверное, тоже вкусные. Тоже очень часто вот так вот в коробочках пластиковых и все это продают. Груши мне здесь в Колумбии тоже не очень нравятся, но есть один
вид, который более сладкий. О, забавный фрукт, по-моему, называется своеобразный вкус. С него делают соки. Вот это, по-моему, луло. Да, тоже интересно, с него тоже обычно делают... Ой, упал не туда. С него обычно тоже делают сок. Дыньки круглый год практически можно найти. Классический сорт манго. Потому что есть еще какой-то азиатский, более длинный, там более тонкая косточка, очень-очень вкусный, но его не часто можно найти. В морозилке можно пить уже выдавленный сок из некоторых фруктов. Список чего здесь есть. Гуанавана, сейчас я покажу, как она вообще выглядит. Лула, это то, что я показывала. Мора, это ягоды такие кисловатые. Папайя, манго. Интересная тема с тем, что именно в Колумбии вот эти зеленые лаймы называются лимоном. Да, странно. А желтые лимоны просто называются типа лимон амариджо, то есть желтый лимон, а это типа лимон. Хотя мы все привыкли, что это лайм, да? Я тут пыталась их переучить, что очень забавно, что это лайм, а лимон это желтый. Очень редко здесь можно встретить желтые лимоны, они намного дороже. Папайя, обычно она огромная, но есть вот такой сорт маленьких папайи, красно завернули в пластик для того, чтобы, не дай бог, ты, видимо, не взял грязную папайю. Честно, я не знаю. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с таким заворачиванием овощей, фруктов, и как вообще в ваших городах, странах это происходит. Очень я люблю еще вот эти гранадиджес называются они, вот здесь они отдельно, чтобы они очень ломкие, то есть у них такая оболочка, вот можно видеть, как оно проминается под давлением моего пальца, то есть действительно, если его так сжать, он как раз ломается, и внутри похожий чем-то по виду на маракую сок с семенами, но он очень сладкий, ложечкой можешь есть, главное не жевать зерна, плохо для желудка поедания этих именно прожеванных зерен, а если их просто проглотить, то как бы вполне нормально. Есть физалис, который мы называем, по-моему, физалис, да? Здесь он называется учуас. Кстати, тоже в Перу, например, и авокадо, и вот учуас тоже еще как-то по-другому называется. Вот такие огромные сливы, но они тоже кисловатые, если честно. Но мне вот нравится латиноамериканский тип желтой питая, она внутри белая с черными зернышками. Я знаю, есть африканский или азиатский тип, который такая малиновая и более малиновая серединка. Вот, если честно, это я не помню, как называется, мы никогда его не берем. И огромные-огромные авокадо. Вот моя рука, она не такая уж маленькая. Такой огромный авокадо. Маленький типаж, они вкуснее. Быстро спеют, как обычно авокадо. Обычные персики не очень вкусные, если честно. Привычные нам фрукты, они здесь менее популярны и не такие вкусные, как мы привыкли, зато вот другие безумно вкусные. Арбузы тоже. Нужно искать, бывают очень классные. Ну и вот, в принципе, нормальный стандартный размер папайи. Даже не завернуто в пластик, а буквально в бумажную эту. Ой, я развалила тут. Я даже не знаю, сколько это, сантиметров 20, наверное. Вот эти груши более вкусные, только сейчас она прям дубовая. Разно-разный придется, и на рынке я не покупала, мы заказываем иногда еду в магазине в одном доставках, там вкуснее. Вот есть такое, первый раз пробовала когда-то на Сицилии, прям эти кактусы там везде, главное, чтобы их почистили сперва, потому что они очень-очень колючие, если ты их просто возьмешь, как мы когда-то сделали на Сицилии, потом 3 часа выдирали шелуху из ладошек фейхоа. Кто-то их ест просто так, я с них делаю часто натуральный джем с медом, тоже вот с лаймом, очень классный рецепт, кто любит кокосы, конечно, кокосовый рай. И вот она, гуанавана, сейчас идем туда. Огромная штука, 15-20 сантиметров бывает, целое семейство отдельное фруктов, в него часто делают соки, что просто так ты один такой фрукт будешь 3 недели есть, но его можно спокойно есть просто так. Нет. Очень много в Колумбии цветов. Колумбия вторая страна в мире по поставке цветов. Вторая или третья, постоянно надо спрашивать, и там можно такие огромные листы купить, подсолнухи, как цветы. Очень классные, стоят в интерьере для декора. Ура, я нашла эти кактусовские фрукты, не завернуты в пластик. Вот, кстати, муж подсказал, называется лик. Взяли вот такие тоже тыкву для супа с морковкой, снова перец завернут, правда, то есть как-то странно. Какие-то овощи заворачивают, какие-то нет. Возможно, те, которые быстрее портятся. Вот еще такая папа натива. Картошка, кстати, называется папа. Папа такая есть. Очень хороший чеснок, видно свежий. Редкое счастье найти редис. Я нашла, это мне не очень, если честно, нравится, я больше люблю маленький, но тоже, видимо, какой-то есть сезон, когда они появляются в большем количестве. Я нашла и учила всех здесь, там, друзей, родственников, что можно редисочку с солькой кушать, и будет очень классно. У всех было открытие века. Батат, вот не знаю, почему здесь опять завернута. Она и вот очень странный овощ, типа как огурец, помню название всех, невозможно запомнить. Уже за пару лет я постоянно нахожу какие-то новые овощи или новый фрукт, который никогда не видела, не знала. Его зафаршируют
и в нем что-то запекают. А сейчас мы подошли к нашему тоже любимому месту, которое продает специи. Вообще, наверное, практически любые, даже сухие фрукты есть, да, мандарина, манго. Взвешивают маленькие порции и в пакетике продают. Очень пахнет ароматно. Чили, перец чили. Между делом покажу. Вот мы обычно приносим свой огромный пакет, даже несколько, в них все складываем. Не успеваешь отказаться даже от пакетика, когда тебе его уже дали. Но дома на самом деле покажу, что именно мы взяли, потому что я так сделала овервью, пока мне муж просто покупал и ругался, что я очень много снимаю. И скажу, сколько это все стоит. Вот это рождественские цветы, которые в большом объеме начинают продавать в декабре именно как украшение на Рождество. Вот обязательно красная стрела. Рождественские цветочки соседствуют с перцем. Или листы бананового дерева, которые специальным образом немножко обжигают и потом продают просто в таком пакете. Можно заворачивать еду и в них же можно готовить. Они дают очень такой интересный аромат горелости. Супер дешево, по-моему, пару тысяч песо они стоят. Листья кактуса, из них тоже можно готовить. В Мексике я пробовала, здесь мы никогда не берем, не готовили с них ничего. На самом деле в Мексике будете, попробуйте обязательно. Еще интересная тема — это юка. Это такой корнеплод местный тоже. Чем-то напоминает картошку, но немножко отличается вкус и текстура его, когда готовят, запекают или в супы добавляют. Но вот он выглядит вот таким корнеплодом. Какая штука. Я иногда не все даже знаю, потому что не все мы берем, не всего готовим. Есть такие странности. Это наше любимое место для того, чтобы покупать авокадо. У нас там женщина, которая попала в кадр. По крайней мере, до пандемии давала пробовать эти большие авокадо. Вот там девушка чистит кукурузу для того, чтобы продавать. Нашла гваналану разрезанную, такую сдавленную, кусочки арбуза, которые тоже в пластике по кускам продают. Огромные палочки корицы. Вы вообще когда-нибудь видели такие палочки корицы? Сантиметров 40, наверное. Все на рынке очень все милые и постоянно, когда ты проходишь мимо рядами, они тебе говорят «Алла орден» твоим услугам, для того, чтобы ты обратил на них внимание и купил что-нибудь именно у них. Еще один наш любимый магазин, в котором покупаем микс орехов с овсянкой для завтрака. И вот у них есть абсолютно разные мука из кукурузы. Это, кстати, какие-то разные просто типы кукурузы. Мука из риса, разные виды риса. Мука без глютена. Юки, вот то, что корнеплод я показывала. В общем, орехи стоят очень дорого. Цена, получается, по 100 грамм этот 8 стоит, да? 250 это значит 18. Огромный полукилограммовый это 36. Именно льна не обработанные. Лучше брать такие. На самом деле перемеленные, насколько я знаю, теряют свои свойства. И лучше брать такие и молоть их самому каждый раз перед употреблением. Ну и для любителей морской еды очень-очень большая вариативность, конечно, продукции, потому что мы не так далеко. Вообще Колумбия омывается двумя океанами. Карибским морем сверху и Тихим океаном в западной части. Крабы, посмотрите, вон есть крабы. И вот мы уже дома со всеми покупками. Давайте посмотрим, сколько же на самом деле еды можно купить примерно на $100 США в богате, если поехать на рынок, а не в супермаркет. Значит, первым мы заходили в итальянский магазин. Купили мы кускус и 2 пачки макарон. Там еще была баночка Сан-Пеллегрини, которую мы выпили во время закупок. И вот это нам обошлось $10. Также мы купили 2 упаковки муки. Это $1,5. Репы с кукурузной муки. Специи, вот такой чили. Это тоже несколько долларов вышло. И фрукты, значит, мы купили эти бананчиков, клубники, маленькие манго, зелень, красивый розмарин свежий, немножко лайма, лик. Показывала в начале. Вот такие фрукты, питая, которые обычно чуть дороже стоят, чем стандартные. Много-много лука, морковь, вот столько свежего чеснока, картошечка. И вот это все, вся эта красота обошлась нам в $32. Семена тыквы. Тоже классная тема. Но что на самом деле забрало больше всего денег, это курица, где-то $14, целая замороженная курица и достаточно много, наверное, пару килограмм бедрышек, называется правильно, я не особо спец по мясу. Самая дорогая часть всех закупок на самом деле на этих примерно $100, это рыба, 8 таких рыб, это просто нам не на 1 месяц явно, это мы замораживаем и несколько месяцев мы не будем возвращаться к этой теме точно. 8 таких тилапий, белая рыба и 2 килограмма лосося замороженного, невероятно вкусного, в супермаркете его даже не найдешь.
Вот это только рыба стоит $48. Скажите, на этом суповом наборе я заканчиваю этот выпуск. Спасибо, что досмотрели до конца. Сразу оговорюсь, что в супермаркете такой набор продуктов был бы 2-3 раза дороже, особенно рыба точно в 3 раза дороже была бы и не такая хорошая, качественная. Фрукты бывают и хорошие, тут надо всегда смотреть и выбирать, но в 1,5-2 раза точно были бы дороже. Мы в основном делаем так. Не забывайте оставлять комментарии, что вам понравилось, чтобы еще вы хотели увидеть, узнать о Колумбии, о богате, о еде, о фруктах, овощах, о чем угодно. Давайте наблюдать за жизнью с другой стороны вместе.